Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сейчас в Москве в Крокус Экспо проходят одновременно два мероприятия – Игромир и Комик-кон. Про Игромир видео уже доступно на канале, и вы можете посмотреть его по ссылке в описании. В этом же видео мы побываем на Комик-кон Россия. На Комик-кон Россия я был впервые, хотя несколько раз посещал такое мероприятие в Японии и даже там подрабатывал. Если Игромир впечатляет своим размахом и немногим хуже того же самого Tokyo Game Show, то Комик-кон показался еще совсем маленьким, только начинающим свой путь. Оно и понятно, ведь комиксы и манга в России не так развиты, как в Японии или США. Но об этом чуть дальше. Сейчас я хотел бы поделиться своими впечатлениями от Комик-кон Россия. Как я уже сказал в видео про Игромир, меня на мероприятие пригласило издательство History Comics, стенд которых расположен в одном из залов Комик-кона. Они издают мангу и ранобэ на русском языке, тот же самый Sword Art Online или мангу Макото Шинкая. Я сейчас сотрудничаю с History Comics, и в скором времени вы узнаете о наших совместных проектах. Кстати, в моей группе сейчас можно выиграть мангу и ранобэ от издательства, ссылочка в описании. Заметил на других стендах от различных небольших издательств японскую мангу и артбуки, но все равно их так мало, что становится немного печально. Несколько различных серий, по несколько томов в каждом. Каких-то действительно популярных и необычных вещей не встретишь. Возможно, это только начало. В любом случае, то, что они уже есть, это очень здорово. Раньше такого найти было нельзя. Помню, как давно на каком-то радиорынке нашел брелок с Эдвардом из Алхимика. Вот счастье это было. Понравилось, что было много различных артбуков по популярным играм. Даже подумывал себе взять артбук Uncharted 4, очень красочный. На некоторых стендах продавались американские комиксы по типу Флэша, Человека-паука, Железного Человека и других. Были варианты как на русском языке, так и в оригинале. Так как мне нравятся комиксы про Флэша, я подумал приобрести себе один номер в оригинале. Но сумма в 7300 рублей меня, мягко говоря, отпугнула. Из чего складывается такая цена, непонятно. Очень понравился стенд с настольными играми от клуба Единорог. Ребята были очень приветливые, приглашали к себе поиграть и увлеченно рассказывали о различных настолках. Даже появилась идея выбраться к ним, пока я в Москве. Тем более и поснимать разрешили. Друзья, а вы играете в какие-нибудь настольные игры? В начале одного из залов располагалась так называемая аллея авторов. Как я понял, там наши соотечественники представляют свою собственную мангу, ранобэ и другое творчество. Кто-то ставил автографы, другие же рисовали персонажей в стиле манга. На самом деле это очень здорово, что у нас активно развивается такое направление. Уверен, что некоторые наши авторы смогут сделать мангу не хуже, чем в Японии, просто им нужна поддержка. Было очень много стендов с различными японскими товарами, начиная от аниме-атрибутики и заканчивая газированными напитками страны восходящего солнца. Цены, конечно, высокие, но зато есть возможность прикоснуться немного к Японии. Да и в принципе просто посмотреть на это все тоже интересно, добавляет атмосферу на выставке. К моему удивлению, часть владельцев этих и других стендов оказались моими подписчиками. Например, вот эта вот девушка. Нашел также целый стенд с оружием, киркой, свиньей и прочей атрибутикой игры Майнкрафт. Смотрится забавно. Прямо в центре одного из залов расположился большой стенд Мир Nintendo, и с обратной стороны от него находился Мир покемонов. Продавались различные игры от Nintendo, атрибутика и многое другое. Были действительно классные вещи, наподобие шапок с персонажами Марио. Ну и косплей, куда ж без него. Работники мира Nintendo подарили мне покебол, который можно сжимать, чтобы снять стресс. А также пиар-менеджер Nintendo в России Константин Говорун сам немного рассказал об их стенде. Всем привет, мы находимся на стенде Nintendo. У нас есть отличные косплееры Fire Emblem. На выставке ходит еще человек 15. Нужно их всех ловить, фотографировать, участвовать в нашем конкурсе, чтобы можно было выиграть рюкзак с символикой нашей группы. Мы на самом деле очень любим косплей-комьюнити, всех тех, кто любит Nintendo и делает какие-то интересные вещи.
мотивы наших игр, рисует, делает крафт, делает костюмы. Это реально очень классно. На самой выставке Comic-Con Russia у нас есть не только косплееры, естественно, но у нас есть официальный магазин Мир Nintendo, оффлайн-версия. Вот здесь куча товаров, игры для Wii U, для 3DS, фигурки Amiibo, отличные рюкзаки, шапки, кепки. Все, что нужно фану Nintendo, все можно приобрести здесь. При этом в подарок каждому покупателю выдается специальный эксклюзивный покебол, который можно получить только у нас. Так что поклонников Nintendo мы всех ждем в нашем стенде всегда, каждый год, в том числе и в этом году на Comic-Con. И, естественно, в следующем году тоже приходите, будет гораздо интереснее, потому что тогда уже будет наша новая приставка Nintendo NX и много новых игр. Если говорить про косплей Комик-Кона, то тут сложно сказать, какой косплей относится именно к Комик-Кону, а какой к Игромиру, ведь обе выставки взаимосвязаны между собой, и все косплееры переходят из одного зала в другой. Тем более я думаю, что основное действие началось в обычные дни, а не в закрытый день. Как я понял, часть косплееров была от стенда Sexy Geek Girls, на котором продавали тематические календари с горячими девушками в костюмах различных игровых персонажей. В зале от фильма «Викинг» была оборудована площадка для боев на мечах, как мне кажется, но сколько бы раз я туда не приходил, там так ничего и не происходило. В другом, кстати, зале расположился рекламный стенд нового фильма из вселенной Гарри Поттера. Магические твари и где они обитают, но почему-то вместо чарующей магической музыки играл какой-то дешевый клубный бит. В этом же зале находился рекламный стенд Доктора Стрэнджа, карточных игр, музея восстания машин и многое другое, но ничего такого, что действительно бы заинтересовало. Мне очень понравилось, что в одном крыле Комик-Кона целый угол занимали карточные и настольные игры, а любой желающий мог подойти и в них поиграть. Каждому подробно объясняли правила и давали подсказки. Были даже целые столы с картой, фигурами и магическими башнями. Все это смотрится невероятно круто. Ты можешь завить цель 12 выход себя. Вот, кажется, это он. 5 целевых, вот эти это
помимо всего прочего, были стенды со всякими кружками, принтами, наклейками, магнитами и так далее со всеми популярными персонажами. На Комик-Коне даже был настоящий кот, но он сидел так неподвижно, что казалось, что его либо совсем замучили уже, либо у него просто стресс. Но кот в любом случае классный, он же кот. Если подвести итоги моего посещения Комик-Кона, то не могу сказать, что я был впечатлен. Небольшая тематическая выставка, напоминающая приложение к Игромиру. В России нет повального бума на мангу, ранобэ и комиксы, как за рубежом, да и лицензировано различных тайтлов не очень много. Все издания практически можно пересчитать по пальцам, но самое главное, что они есть, и каждый год появляются новые. Почти все читают мангу в интернете, поэтому печатная продукция продается небольшим тиражом, а этого мало, чтобы заинтересовать зарубежные издательства. Ведь тираж, который у нас продают за год, в той же самой Японии продается менее чем за сутки. Например, новая манга от Макото Шинкая «Твое имя» Кими но Нава продалась в стране восходящего солнца тиражом в 750 тысяч экземпляров, а там и миллион будет. А у нас, если и выйдет на русском языке, то повезет, если получится реализовать хотя бы 4000 экземпляров. Отсюда и масштаб самого Комик-Кона. Если каждый из нас будет поддерживать начинание издательств, прокатчиков и других энтузиастов, то возможно когда-нибудь Комик-Кон Россия сможет стать чем-то большим и значимым. Все равно очень радует, что появляются стенды Марвела, DC, популярных фильмов, и к нам приезжают различные известные люди из всей этой сферы. Думаю, что на Комик-Коне помимо стендов будет интересно посмотреть косплей и просто почувствовать атмосферу этого места. Ведь все большое начинается с малого. Я желаю большого успеха организаторам. Единственное, что опечалило, так это то, что на большинстве стендов продаются футболки, чашки и прочая атрибутика с персонажами, на которых у магазинов нет никаких лицензий. Того же самого Тотора я видел на 5 разных стендах. А ведь студия Ghibli очень трепетно относится к своим товарам и авторским правам. И когда-нибудь информация дойдет до них и других компаний, что плохо повлияет на Комик-Кон. Кстати, буду рад, если подпишетесь на канал моей жены Мики. Она преимущественно выкладывает различные манго и аниме-арты. Но теперь, помимо рисунков, Мики начнет вести свои блоги и записывать свои версии видео с наших поездок. Ссылка на ее канал в описании под видео. Ну что ж, друзья, надеюсь, что это видео вам понравилось и вам было интересно узнать мое мнение о Комик-Коне. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и рассказывать о моих роликах друзьям. До встречи в следующих видео. До свидания.